Всем привет! Сегодня у меня потрясающий, вкусный, совершенно новый рецепт фаршированных яиц. Такой закуской вы точно удивите всех своих гостей, и она станет настоящим украшением праздничного стола. Я сейчас разрежу это яйцо, чтобы вы посмотрели, какое оно внутри. Эти яйца совершенно особенные. Я их не варила, а запекала в духовке. И если вы не любите чистить вареные яйца, конечно, этот рецепт точно для вас. Посмотрите, как это здорово! И для того, чтобы приготовить эту очень оригинальную и вкусную закуску, мне понадобится яйца 9 штук, грибы. Грибы у меня сегодня вот такие большие. Это королевская вешенка или устричный гриб. Они повсеместно продаются в Азии. Конечно, можно использовать любые грибы, либо вешенки, либо шампиньоны. В общем, все, что у вас есть. Здесь у меня примерно 150 грамм грибов. Также мне понадобится одна средняя луковица, один небольшой соленый огурец, горчица, примерно пол столовой ложки, 2-3 столовые ложки майонеза. Майонез, конечно, берите по вкусу. У меня сегодня майонез домашний, и как сделать майонез дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Также мне понадобится сушеный чеснок, здесь 1 чайная ложка, черный молотый перец по вкусу и соль, а также немного паприки. И сегодня фаршированные яйца мы делаем по-особому, поэтому мне понадобятся вот такие формы для маффинов. В первую очередь надо очень хорошо подготовить форму, в которой мы будем запекать яйца. Обязательно все ячейки надо очень хорошо промазать маслом. Я смазываю растительным маслом без запаха. Сейчас у яиц мне надо отделить белки и желтки. Аккуратно отделяю. И посмотрите, в каждую ячейку я выливаю белок, и в другую ячейку я выливаю желток. И так я поступлю со всеми яйцами. У меня белки и желтки будут запекаться отдельно, каждый в своей ячейке. Если желток лопнет, в этом нет абсолютно ничего страшного. Формы с яйцами я закрываю фольгой. Беру противень, наливаю в него кипяток. Яйца я буду готовить на водяной бане в духовке. Устанавливаю сверху форму. И сейчас форму с яйцами я отправляю в духовку и буду выпекать их при температуре 160 градусов примерно минут 17 до того момента, когда яйца полностью будут готовы. Вы это увидите, когда белок полностью станет плотным. Пока запекаются яйца, я обжарю грибы и лук. На сковородку наливаю немного растительного масла, разогреваю. Пока порежу быстренько лук. Лук надо порезать мелко, так как вы знаете, фаршированные яйца. Начинка должна быть довольно однородной, без слишком крупных кусочков. Поэтому я все буду резать мелким кубиком. Сковородка разогрелась, и я отправляю обжариваться. А сейчас быстренько мелко порежу и грибы. У меня сегодня грибы – это устричные грибы. Они не дают много влаги. Если вы используете шампиньоны или обычные вешенки, тогда лучше сначала их обжарить отдельно, а затем добавить уже жареный лук. Лук у меня уже слегка обжарился, и теперь сюда на сковородку я добавляю грибы. Все обжариваю до красивого золотистого цвета. Грибы с луком я обжарила. Посмотрите, они стали такие золотистые, красивые. Выключаю. И обратите внимание, у меня здесь
фактически очень мало масла. Если получилось так, что у вас много масла, тогда лучше грибы с луком переложить в сито, чтобы убрать лишнее масло. Я достала форму с яйцами из духовки. Посмотрите. У меня все прекрасно запеклось. Как проверить? Просто проверяйте пальцем, чтобы нигде в белке не было жидкости. Ну и, конечно, желток явно, что запекся, он намного меньше размером. Запекались у меня яйца 15 минут. Как я уже сказала, вы смотрите по своей духовке. Аккуратно достаем из формы и белки, и желтки. Конечно, наиболее аккуратно надо действовать с белками, чтобы не сломать их. Аккуратненько я поддеваю по краю формы ножичком. Если у вас есть такая маленькая силиконовая лопатка, лучше это сделать ею. У меня такой нет. Поэтому я аккуратно поддеваю. Почему я и говорила, что надо хорошо форму промазывать маслом, чтобы можно было очень легко все достать. Вот видите, оно сразу так отсоединяется. И достаем. Ой! И достаем. Посмотрите, у меня получилась вот такая форма белка. Горячий. Итак, достаю все белки и желтки. Видите? Все, в принципе, достаточно просто. Теперь я извлекаю желтки. Желтки я перекладываю в миску. С желтками можно, так сказать, не церемониться, а спокойненько их доставать. Сейчас желтки я растираю вилкой. Сейчас мелким кубиком я порежу соленый огурец. Как я уже сказала, все режу мелко. Отправляю к желткам. Добавляю в желтки жареные грибы и лук. Добавляю майонез, немного горчицы, сушеный чеснок, молотый черный перец. Добавлю совсем немного соли, так как у меня соленые огурчики. И хорошенечко все перемешиваю. Обязательно пробуйте начинку на вкус, чтобы всего хватало. Начинку я перекладываю в кулинарный мешок. Я использую вот такую насадка-звездочка, большую. И сейчас выдавливаю начинку сверху, сверху на мои белки. Закуска моментально становится праздничной, очень красивой и необычной. Сверху яйца я посыпаю паприкой. Посмотрите, как здорово смотрится. Сверху, по желанию, можно посыпать еще все немного зеленью. Я посыпаю петрушкой. Я вообще очень люблю фаршированные яйца. А такие яйца, они особенно вкусные. Посмотрите, какие они красивые. Яйца получились очень вкусными. Я обожаю вот такую начинку с грибами, с луком жареным. Здесь пикантность добавляет соленый огурчик. Очень вкусно. И, конечно, внешний вид этих фаршированных яиц. Он совершенно особенный. И я вам честно скажу, очень не люблю чистить вареные яйца. Иногда это так трудно сделать. А здесь это просто сплошное удовольствие. В моей семье такое блюдо любят все. И всегда на праздничном столе яйца улетают первыми. Я очень рекомендую, приготовьте такое красивое и вкусное блюдо. Вы им точно удивите всех своих гостей. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!